Сегодня мы поговорим о влиянии полимолочной кислоты на ткани с рекомендациями врача-косметолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Зачем колят полимолочную кислоту и как она влияет на ткани? В общем смысле полимолочная кислота – это косметологический имплантат. Косметолог вводит его в глубокие слои дермы. Цель – восстановление объема в случае с препаратами или подтяжка при применении нити. Инъекции заполняют пустоты, стимулируют обновление коллагена и эластина. Редко, но процедуры с применением препаратов называют коллагенотерапией. В случае с имплантами в виде нити принцип действия меняется. Коллагеновый синтез исключается, межклеточный матрикс не стимулируется, область воздействия подтягивается искусственно. Полимолочная кислота в косметологии в допустимой форме не полилактид, как в искаженном понимании, применяется для проведения ряда процедур. Это первое. Контурная пластика – это безоперационный безопасный метод для устранения возрастных эстетических несовершенств. Методика инъекционная. Она устраняет асимметрию, обеспечивает выравнивание, суть восполнения утраченного объема, коррекция овала лица, возможно устранение дряблости, результат упругость тканей. Для проведения используются препараты на основе полимолочной кислоты или гиалуроновой. Это филлеры. Отличаются они плотностью, вязкостью. Второе. Нитевой лифтинг нацелен на армирование. Нити из производных полимолочной кислоты вводятся инъекционным путем, восстанавливают естественную форму тканей. Дряблая кожа становится подтянутой. Образуется нечто вроде каркаса. Коллагенез исключен, нити не запускают синтез иных веществ. Они нужны для исключительно искусственного формирования форм и контуров без химических и биологических процессов. Суть процедуры – физическое воздействие. Введенные инъекционным путем нити дают отсроченный эффект. Результат нарастает в течение полугода. Механизм действия: после введения в ткани возникает субклиническая воспалительная реакция на препарат, результатом которой является образование коллагена и, как следствие, уплотнение дермы. Динамика изменений в тканях после введения. Первые 3 недели – инкапсуляция микрочастиц препарата, воспалительная реакция. Через 3 месяца воспалительная реакция ослабевает, происходит увеличение числа коллагеновых волокон. Через 6 месяцев интенсивность воспалительного ответа становится ниже, а синтез компонентов внеклеточного матрикса продолжается, что способствует увеличению толщины дермы. Через 8-24 месяца количество коллагена первого типа существенно возрастает. Важно понимать, что эффект увеличения объема мягких тканей лица, который возникает сразу после инъекции, объясняется механическим растяжением при введении препарата вследствие объемного эффекта карбоксиметилцеллюлозы. Она деградирует за 1-2 недели после инъекции, уменьшая объем введенного имплантата. Информация носит ознакомительный и образовательный характер. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!